Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня прям короткое видео, которое будет касаться Nissan Leaf. Честно сказать, в связи с последней информацией в нашей стране вообще нет никакого желания записывать видео, потому что в голове какой-то сумбур, какие-то плохие мысли лезут в голову. Полстраны пребывает в недоумении, в каком-то шоке. Меня это тоже не обошло. Но я никуда не улетел, не убежал, поэтому пока у меня сейчас вот есть возможность записывать видео, я буду стараться записывать, потому что, кому-то они все равно будут полезны. Хочу рассказать о такой ситуации. Прямо вчера ко мне обратились ребята, которые купили Nissan Leaf в соседней области, в Белгородской, и приехали в Воронеж. Кратко такая предыстория. Они приехали покупать, посмотрели количество делений на батарее, толщиномером его проверили, отдали деньги, проверили, что машина заряжается, зарядка идет, все в порядке, отдали деньги и поехали в Воронеж. А по приезду они решили зарядить автомобиль, потому что, понятное дело, ехать тут не 50 километров. Начинают заряжать от 220, а машина не заряжается. Причем на блоке горит лампочка Ready, горит лампочка Change, а индикации под лобовым стеклом вообще никакой нет. То есть обычно, если какая-то там ошибка, то хоть какие-то там лампочки мигают, да, кратковременные, отключаются. А это вообще ни одна лампочка не мигает. Поехали на быструю зарядку. То же самое, вообще мертво, зарядка не идет. Но вот они обратились ко мне за помощью, я к ним приехал, начал расспрашивать. Произошла такая ситуация после того, когда они приехали в город, маленький аккумулятор сдох. Они поехали, купили новый, заменили аккумулятор, и машина перестала заряжаться. Я подключил LiveSpy, считал ошибки, а там вывалилось такое огромное количество ошибок, это просто там целая портянка по всему, чему можно. Я почистил эти ошибки, я говорю, езжайте, проверяйте, а 220 сначала. Поехали, проверили, машина начала заряжаться. Они мне написали, что поблагодарили меня, спасибо огромное там. Я рад, что все это помогло, что машина начала заряжаться. Поэтому, ребят, хочу сказать, что если кто-то столкнется с подобной ситуацией, будет менять аккумулятор, и машина перестанет заряжаться, не паникуйте, просто LiveSpy считайте ошибки, очистите их, и должно прийти все в норму. Но я так предполагаю, что просто какой-то глюк произошел, клеммы скинули, и вот такая ситуация произошла. Но самое главное, речь не об этом. Когда я считал ошибки, само собой, LiveSpy, я считал емкость батареи. Как я уже сказал, они купили Nissan Leaf 2011 года, 65 тысяч пробег на этой машине, 9 делений батареи на табло. Но когда я считал емкость батареи LiveSpy, обнаружилась такая ситуация. СОХ, если у них 9 делений батареи, то должен быть там от 60, примерно 6 до 71, а у них СОХ показал 50% емкость батареи. То есть это соответствует 5 делениям. Понятно дело, я им это сообщил, немножко подрастроились, получается, их обманули. Кто именно это сделал, непонятно. Либо это в Владивостоке нахимичили, либо это здесь уже пригнали, нахимичили, но факт остается фактом. Мы с вами знаем, кто не знает, я сейчас вкратце скажу, что два решения, точнее не решения, а две причины существуют, по которым такая история могла произойти. Это первое, либо батарею сбросили, и она еще не обсчиталась, и пока вот 9 делений батареи показывает, либо заморозили датчик температуры, потому что мы знаем, что обсчет емкости происходит только при положительной температуре. Когда отключается датчик, обсчет просто не происходит, и вот на одном месте стоит вот эта вся история. Замирает количество делений и может держаться там неизвестно сколько, пока вы снова все не сделаете. Вот такая вот история. И они, самое главное, что купили по очень низкой цене, прям ниже рынка, даже если посчитать, что 5 делений батареи. И они собираются эту машину продавать, они взяли ее на продажу. Я им, конечно, сказал, что лучше не обманывайте, скажите честно при продаже, что такая емкость, такая цена, что брать либо на перепак, либо на установку до батареи в багажнике. А как они уже будут продавать, я не знаю, это уже на их совести будет. Что хочу сказать. Для тех, кто, допустим, только собирается приобретать Nissan Leaf, сейчас я вам покажу. Еще раз покажу, видите, вот здесь вот у нас количество делений. Каждое деление соответствует определенной остаточной емкости батареи. Вот у меня 10 делений, у меня 77% СОХ, остаточная емкость. Если будет 9 делений, то СОХ меньше 72-71%. То есть это надо учитывать. Но
Не нужно на слово верить, вот как эти ребята сделали, приехали, посмотрели количество делений и заплатили деньги и уехали. Всегда при покупке автомобиля Nissan Leaf проверяйте LiveSpy емкость батареи. Посмотрели LiveSpy емкость батареи. Вообще, перед тем, как выезжать, сначала посмотрите по номеру кузова, проверьте аукционный лист, пробейте этот лот. Если это, допустим, автомобиль растаможен, как вот у них более 3 месяцев назад, на Ляда эта услуга платная 500 рублей всего. Я думаю, при покупке автомобиля, но это вообще не деньги. Не пожалеете, но зато вы будете знать информацию, потому что, может быть, это вообще в Россию пришел биток, его установили и теперь продают. Там вы увидите оригинальные фотографии, которые были на аукционе, оригинальный аукционный лист и, возможно, даже фотографии с табло автомобиля. И если все совпадает, только после этого уже выезжать на проверку автомобиля с помощью LiveSpy, с помощью толщинометра. То есть никогда не покупайте вслепую. Нужно начинать всегда проверку автомобиля с удаленной работы, с проверки лота, с проверки аукционного листа. И вот после этого уже совершать выезд. Если вы все-таки вот так вот поверите на слово, посмотрите количество делений, заплатите деньги, приедете, через какое-то время у вас может, как в данном случае, наступить разочарование. Никогда так не делайте. Вот такая вот коротенькая ситуация, вот такая вот история. Всем спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал и надеюсь, до скорой встречи. Пока.